Всем привет, с вами Дэн, и у нас коробочка квадратная D1 Milano. Это, конечно же, итальянский микробренд, который был основан в 2013 году Дарио Спаллоне. Не путать со Спаллоне, конечно же. И вот так необычно он открывается. Часы у нас вот здесь. Так, что-то здесь спряталось. А это инструкция. Аккуратно притаилась. И, конечно же, часы. И, конечно, как вы видите, в модном стиле интегрированный браслет. Ой, какая красота с таким синим оттеночком-то, а? Опа. И нет секундной стрелки. Слушайте, вот это прям мне сразу начинает нравиться. Сразу начинает нравиться. D1 Milano. Вот такой вот у нас здесь референс. Линейка называется Square, квадратная, SQBG07. Стальной браслет, стальной корпус, водозащита 50 метров, то есть под дождь попасть, руки помыть. Сапфировое стекло с внутренним антибликом. Кварцевый механизм Miyota 1L22 японский. Ритейл в России 33,5 тысячи рублей. Ну и часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им спасибо. Как я уже говорил, D1 Milano это итальянский микробренд. В основном они используют такую стилистику 70-х, но при этом почти все модели со спортивным и молодежным уклоном. Ну, видите, как вот, например, эта модель, да. У нас, соответственно, сегодня модель из популярной квадратной серии. Ну, понятное дело, что, конечно, эта модель в невероятно популярном стиле интегрированный браслет. Это почти всегда такой максимально изящный вариант. Особенно такие тонкие. Сейчас мы померим это все. Но при этом вот такую стилистику всегда можно носить как под костюм, так и с футболкой. И, в принципе, Адемар Пиге изначально так и задумывались. Ну и Патек Филипп, Наутилус, потому что все это творение Джеральда Джента, и все пытаются вот делать что-то в стилистике Джента и одновременно пытаются уйти от этой стилистики. И здесь, вот по крайней мере в этой модели D1 Milano Square, я вижу, что они попробовали сделать с одной стороны что-то в стилистике Джента, с другой стороны вот этот квадратный дизайн, он мне, знаете, больше, наверное, даже напомнил что-то из Bell & Ross. И в итоге на выходе мы получаем вполне себе самостоятельную модель, ну и как часто бывает у итальянцев, очень-очень эстетическую, очень изящную и очень проработанную. И здесь, может быть, я немножко забежал, да, вперед на Bell & Ross, наверное, больше даже, мне кажется, здесь мягкие углы все-таки, да, это, наверное, Cartier Santos, конечно же, Cartier Santos. Здесь, как видите, только два цвета, синий и серебристый, причем даже циферблат, он немножко в серебристость уходит, потому что здесь, во-первых, эффект солнечных лучей, во-вторых, оттенок синего, он такой немножко синий-серый, ну и плюс накладные метки с зеркальной полировкой, потом опять же стрелки с зеркальной полировкой, все это добавляет вот такой вот монотонности, да, но в хорошем смысле, когда у вас именно одна цветовая палитра на часах. Очень красиво. Синие нотки такие добавляют немножечко яркости, да, солнечные лучи. Опять же, когда это на улице солнце все переливается, будет намного красивее. Но в целом, знаете, они максимально сдержанные и максимально универсальные. Но при этом вот эта вот итальянская, это как бы вот эстетичность здесь, конечно, вот изо всех сглаженных углов просто-таки торчит. Но мне очень хочется, конечно, высоту попробовать. 36,7 у нас здесь вот сторона одна, да, по этому квадратику. Высота 6,3, меньше, чем 6. О, ё-моё, это круто. Идем дальше. Ну, браслет в широкой части 23,3, но он здесь интегрированный, поэтому, в принципе, не так уж это и важно.
А вот в узкой части, где застежка, 15,4 очень сильно сужается. Ну и если так можно выразиться, от ушка до ушка у нас получается 48,4. Кстати, обратите внимание, растягиваются они немножко необычно. Здесь нет никаких фиксаторов, ничего. Нужно вот здесь между, да, внутренней частью застежки и браслетом вот так опа, подцепить, опа, и у нас получается вот такая застежка, но зато она максимально плоская. Мое запястье 18,5, ну вот что получается. Ну, за счет того, что здесь интегрированный очень широкий браслет, в принципе, на любое запястье сядет, и на среднее, и на крупное даже, потому что они единые, да, они с браслетом как бы немножко сливаются и являются одной такой монолитной структурой, поэтому такие часы обычно сидят хорошо на всех запястьях. Но я думаю, что идеально это будет на небольших и на средних, потому что вот вся эта эстетика, весь этот размер, он как раз максимально красиво играть будет вот именно в такого плана запястьях, да. Ну, красиво смотрится, мне нравится. Слушайте, классно. Интересно. При этом циферблат объемный, посмотрите, да, воздуха здесь хватает, нет вот этой плоскости излишней, несмотря на то, что они 6,2 мм всего. Ну и нравится мне, конечно, вот то, что когда берешь их в руки, понимаешь, что это не какой-то единый набор, корпус плюс механизм плюс отделка, а именно вот проработанный продукт, потому что у нас есть очень приятный циферблат, который вписан в квадрат со сглаженными углами, который дальше переходит уже в браслет, который, опять же, переходит в более узкий браслет. Браслет очень хорошо сделан, он прям такой шелковый, прям играет, да, и светится хорошо, когда лучи солнца или искусственного света на него попадают. При этом здесь нет ничего с зеркальной полировкой, но при этом, знаете ли, нет слишком сдержанности, да, то есть да, у них сдержанные сатинирования на корпусе, на ранте, на браслете, но все равно они яркие и привлекают внимание. Это, конечно, круто. И очень хорошо сделан браслет. Посмотрите, здесь много мелких деталей, которые вот между звеньями, да, боковая часть, она тоже с сатинированием, она тоже отдельно, с отделкой. Скошенные здесь все вот эти вот такие как бы кубики по краям циферблата. Сделано классно. Слушайте, ну в эту цену, с учетом того, что это уже цена в ритейле, да, с уплатой всех налогов, пошлин, ввоза и так далее. Блин, круто, респект. Это мне нравится. Молодцы. И с учетом стоимости часов, опять же, здесь ну, придраться абсолютно не к чему. Здесь все на хорошем приличном уровне. То у нас по весу на полном браслете. На полном браслете 112 грамм ровно. И единственное, что хочу к этому добавить, это посмотреть, действительно ли здесь много места про запас, если мы говорим про браслет. Ну, от моего запястья сантиметра где-то 4 с натяжкой, то есть на 22 они сядут, а выше уже нет. Ну, в принципе, я так и предполагаю, что эти часы все-таки ну, не больше, чем запястье 22, потому что там дальше уже нужно будет присмотреть что-нибудь покрупнее. Так, вот они, солнечные лучи, серо-синий оттенок по циферблату, зеркальная полировочка по стрелкам и меткам. Немножко не хватает здесь антиблика, хотелось бы его все-таки здесь наблюдать. Нравится мне вот это матирование, которое идет по граням здесь, и где рант, пластинка, да, верхняя, и центральная часть корпуса. Красиво и интересно обыграно этот момент. И сатинирование вполне себе приятное. Ну и по браслету тоже, как я вам уже говорил, до вопросов вообще никаких нет. Браслет кайфовый. Что же, время выводов. Я думаю, буду краток. Если присматриваете часы подобного плана, то это, пожалуй, один из самых интересных вариантов с учетом проработанного дизайна, с учетом того, что они действительно классно смотрятся на запястье, ну и с учетом того, что интегрированный браслет очень редко бывает, знаете, со своим лицом. И эти часы именно тот самый случай. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.